Мы на что-то копим деньги, откладываем честно заработанные и предвкушаем, как изменится жизнь после того, как реализуем свою мечту. Но тут, откуда ни возьмись, случается экономический кризис. Теперь все пошло наперекосяк. Как бы выжить и не умереть с голоду, ведь с работы могут выгнать или в лучшем случае сократить зарплату. Вся стабильность вокруг нас рушится, спасения нет. Почему так случилось? Откуда взялся этот кризис? Почему его невозможно было предугадать и избежать? Для начала обратимся к современным учебникам по экономической теории. Вероятно, там найдем ответы на все интересующие нас вопросы. Однако про экономические кризисы ничего вразумительного там не найти. Да, иногда бывают кризисы, но они носят случайный характер. Например, из-за ошибочной политики государства, которая ограничивает свободу рынка и вносит искажения в рыночный механизм. Но как случайностью объяснить периодичность экономических кризисов, повторяющихся каждые 7-10 лет с начала XIX века? Их невозможно не заметить, ведь они несут серьезные потрясения в народном хозяйстве, череду банкротств, массовую безработицу и ухудшение жизни миллионов людей. Разумеется, многие представители буржуазного направления экономической науки видели эту периодичность и пытались по-разному объяснить ее. Например, природными катаклизмами, войнами и даже такими экстраординарными способами, как периодичность солнечных пятен. Кажется, что это не очень серьезно. Но как иначе объяснить кризисы? Ведь буржуазный экономикс исходит из предпосылки совершенной эффективности рыночной экономики, где невозможны диспропорции, все сгладит рынок. Вспомним закон Сея, по которому совокупный спрос автоматически поглощает весь объем продукции, произведенный в соответствии с существующей технологией и ресурсами в условиях экономики с гибкими ценами. На основе этого закона многие буржуазные экономисты выводили модели, исключающие экономические кризисы. Например, теория равновесия Вальраса, показывающая кругооборот товаров и денег в экономике, где нет никаких противоречий между трудом и капиталом, нет диспропорций между совокупным спросом и предложением. Все хорошо в этой модели, только вот кризисы ее игнорируют, и все равно случаются. Как вы можете догадаться, буржуазный экономикс снова занимается апологетикой, то есть защитой капитализма, и не в состоянии объяснить истинные причины экономических кризисов. Попробуем понять логику развертывания кризисов с точки зрения марксистской политэкономии. Для начала вспомним, что капитализм основан на эксплуатации труда рабочих, то есть присвоении их неоплаченного труда. Короче, капиталистическое общество состоит из двух классов – буржуазии, собственников средств производства, и пролетариата, отделенных от средств производства и собственников только своей рабочей силы. Итак, производство в экономике имеет общественный характер, а присвоение остается частным. Кучке капиталистов достается огромная часть общественного пирога, а массам трудящихся только малая часть, а то и крохи. Основная цель капиталистов – это максимизация прибыли. Для ее достижения предпринимается ряд мер, в том числе усиление эксплуатации рабочих, то есть рост производства абсолютной прибавочной стоимости, например, увеличение рабочего дня и интенсивности труда, так и производство относительной прибавочной стоимости за счет роста производительности труда. Как известно, наращивание интенсивности труда имеет свой предел, как и ограничение рабочего дня. Другое дело – производительность труда. Ее рост не ограничен и зависит в основном от совершенства средств производства. Итак, в гонке за прибылью капиталисты будут поднимать производительность труда и сокращать издержки, а товаров производить все больше и больше. Капиталисты не согласовывают действия друг с другом, они не знают точных потребностей рынка и действуют в условиях анархии производства. Посмотрим на график, где видно, как быстро растет производительность труда по данным США, а реальные заработные платы снижаются. Следовательно, наемный рабочий производит товаров все больше, а купить может все меньше и меньше. Остается непотребленная часть произведенной стоимости. Капиталисту она не нужна. Он ведь не может есть в два горла, а наемный рабочий не может купить больше, чем ему заплатили. Получается, эта часть непотребленной стоимости будет постепенно накапливаться и не реализовываться. Другими словами, товаров производится больше, чем существует платежеспособный спрос. Выходит, капитализм, всячески сдерживая зарплаты и наращивая производство, кусает сам себя за хвост. Это приводит на первый взгляд к странным событиям, не поддающимся здравому объяснению. Например, может быть произведено настолько много еды, что голодают люди.
Добыто много нефти и газа, что люди не могут обогреть дома и покупать бензин. Построено миллионы квадратных метров жилья, а люди ютятся в коммуналках и ветхом жилье. Эти примеры можно продолжить. Совсем недавно мы были свидетелями уничтожения продуктов питания в США, лишь бы они не достались голодающим. Все как и во времена Великой депрессии, когда топили соль в озерах и зарывали свежее мясо в землю. Главное не обвалить цены на продукцию и не подорвать устойчивость бизнеса. А как же голодающие? А это их проблемы. Они всего лишь не смогли адаптироваться к совершенному рыночному механизму. В общем, сами виноваты в своей бедности. Максимизация прибыли и наращивание производства вызывает у капиталистов ряд проблем, вызванных увеличением и совершенствованием средств производства. Речь идет о снижении нормы прибыли бизнеса. Разберемся сначала, что представляет из себя этот важный показатель в капиталистической экономике. Норма прибыли обозначается P' и равен отношению прибавочной стоимости M к сумме постоянного и переменного капитала C плюс V. Из этой формулы можно увидеть, что средства производства есть составная часть постоянного капитала и находится в знаменателе дроби. Понятно, что ее наращивание приводит к снижению нормы прибыли. Короче, наблюдение за нормой прибыли показывает циклическое движение этого показателя с тенденцией к понижению. Капиталисты пытаются противодействовать этой тенденции, изыскивая разные способы поднять норму прибыли. Например, дальнейшим совершенствованием производства, либо монополизацией рынка. Существует много маркетинговых концепций, направленных на прогнозирование спроса, или советы по поиску новых, еще не освоенных рынков сбыта, так называемых голубых океанов. Но все эти способы оживления бизнеса сталкиваются с проблемой реализации. Ведь капиталисты, снижая зарплаты, сокращают совокупный спрос, о чем говорилось выше. Вы можете возразить, мол, капиталисты могут сами способствовать росту совокупного спроса за счет расширения производства, то есть инвестиционного спроса. Да, могут, но расширение производства приведет к еще большему росту производства товаров в будущем. А кто их купит? То есть кризис случится позже и будет острей. Совокупный спрос можно подстегивать кредитованием, и такие меры тоже применяются в мире. Но кредиты рано или поздно необходимо возвращать. А чем, если зарплаты не растут? Наконец, государство может наращивать спрос. Известны примеры строительства американских хайвеев или немецких автобанов во времена Великой депрессии. Необходимость активного вмешательства государства в экономику доказывал известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс. Однако государство также может попасть в долговую ловушку. Чем-то надо будет оплачивать понесенные расходы. Однажды Кейнса спросили о долгосрочной перспективе капитализма, на что он шутливо ответил, что в будущем все мы на кладбище. А что сегодня? Как сегодня спастись от кризисов перепроизводства? Все вышеперечисленные методы используются в разной мере. Но главное, капиталисты понимают, что дальнейшее производство товаров может не найти спроса. Тогда куда деть избыточный капитал? На чем зарабатывать? Не поднимать же заработные платы трудящимся в самом деле? Выход был найден в 80-е годы 20 века. Это повальное увлечение бизнеса финансовыми спекуляциями в самых разных областях, которые сулили гигантские прибыли, несравнимые с реальным сектором. Так финансовый капитал стал господствующей силой. Он подчинил не только реальный сектор, но и целые государства. Капитал же оторвался от своей материальной основы. Он стал фиктивным, окутавшим всю планету и перетекающим со скоростью света из одной страны в другую, из одной отрасли в другую. Финансовый капитал лишь создает иллюзию, что несет благосостояние, а на самом деле перераспределяет ранее созданную прибавочную стоимость в свою пользу, часто варварскими и самыми циничными методами, словно ураган, оставляя после себя разрушенную промышленность и выкинутых на улицу рабочих. Таким образом, финансиализация, то есть замещение реального капитала финансовым, конечно, не разрешила противоречия капитализма, приводящие к кризисам, а только усугубила их и оттянула во времени. Более подробно процессы финансиализации разберем в будущих роликах. Сейчас отмечу лишь то, что Великая депрессия 30-х годов в прошлом столетии тоже была вызвана крахом финансовой сферы, которая накопила в себе противоречия и диспропорции в реальном секторе. Можно сказать, что Великая депрессия окончилась вместе со Второй мировой войной. Ведь милитаризация и войны тоже действенный способ выбраться из кризиса. Заметьте, что воюют руками трудящихся, а капиталисты и на войнах сколачивают состояние.
Итак, экономические кризисы имманентно присущи капитализму. От них невозможно уйти, пока существует противоречие между общественным характером производства и частным присвоением. Меняется только форма кризиса, особенно с процессами финансализации. Новый экономический кризис стучится в двери. А кто будет нести бремя по спасению капитализма? Догадались? Конечно, вы. Затяните ремни, ведь буржуазия уже просит помочь.